Приветствую, дорогие друзья! У меня на канале есть видео, где я делал вот эти личные панели на стену, плюс вот этот подвесной стол-полку. Сейчас видео достаточно активно стало продвигаться ютубом, и вместе с просмотрами пришли комментарии. Комментарии как положительного характера, так и откровенно негативного характера. Многие меня ругали, критиковали за систему крепления вот этой вот полки к стене. Говорили то, что она ненадежная, она хлипкая, у тебя эта полка провиснет через полгода, отвалится. Достаточно много было комментариев. Поэтому этим видео я хочу немножко рассказать и показать, что случилось как бы с этой полкой, во-первых. Уже прошло порядка 4 месяцев с момента публикации того видео. Плюс мы с вами ее нагрузим, сделаем, скажем так, стресс-тест для этой полки. Понятно, в разумных пределах, я не буду на ней танцевать, потому что полка для этого и не предназначалась. Предназначалась она посидеть за ноутбуком, хранить какую-нибудь мелочевку в полках. На этом, собственно, все. Но все равно мы нагрузим ее, и вы посмотрите, насколько она, скажем так, вынослива, эта полка. Собственно, давайте пробежимся по кое-каким моментам. Надеюсь, я смогу вас все-таки переубедить. Если да, пожалуйста, комментарий, палец вверх. И давайте начинать. Вот так выглядит система крепления. По углам металлические уголки. Основная нагрузка приходится на анкеры. Шайбы я заменил на более массивные, чтобы пятно контакта стало побольше. Вместо 5 анкеров у меня установлено 4, так как при первичной установке у меня как-то неудачно расклинил один анкер, и я тогда не мог снять столешницу, и мне пришлось высверливать подрозетники с помощью шуруповерта. За это я отдельно получил в комментариях. Мои светильники из трубы ПВХ также целые, нигде ничего не расплавилось и не отвалилось. Светят отлично. Так, с самой столешницей ничего не случилось, она не потрескалась, ее не выгнуло. Единственный момент есть с этими полками. Когда их устанавливал, я их зашлифовывал, чтобы была идеально ровная гладкая поверхность. Они же стали слегка выпирать, и появилась еле заметная такая ступенька. Но это ничего страшного, в следующий раз, когда я буду покрывать стол маслом, я опять это все зашлифую. И выведу в ровную поверхность. Так, друзья, переходим к самому интересному. Сейчас будем проводить тест под нагрузкой. Для наглядности возьмем лазерную рулетку, но у нее есть уровень, и посмотрим, насколько сильно будет стол прогибаться под нагрузкой. Сейчас у меня стол выставлен практически в 90 градусов, 89,7. Так, давайте нагружать. Нагружать будем вот такими гантелями. Каждая гантелька 6 килограмм, советские. Первая гантель пошла. Ставить буду на самый краешек, чтобы была максимальная, скажем так, нагрузка. Вторая гантель 6 килограмм, 12 у нас уже получается. Еще 5 килограмм. Итого 17. Так, гантели у меня закончились, уровень выключился. Включим обратно уровень. 0,8. 5 литров. Того уже получается 17 плюс 5, грубо говоря, 22 килограмма. Так, идет еще наш утяжелитель. Еще у нас живой утяжелитель. Он же 7 килограмм. Так вот, друзья, убедитесь, что под столом ничего нету. На столе находится сейчас 25 килограмм. Почти живого веса. Больше не вижу смысла нагружать стол, потому что, в принципе, таких нагрузок на стол и не будет. Что показывает наш уровень? 0,7. Стол вообще никак не просел. Друзья, надеюсь, этой демонстрации было вполне достаточно, чтобы убедить вас, что крепление стола весьма и весьма надежное, и оно не развалится в ближайшее время.
Благодарю всех за ваши комментарии, будь то положительный или отрицательный. Стараюсь читать и отвечать практически на все комментарии. Это очень стимулирует меня, развитие моего канала. Ну а на этом все. Будем с вами прощаться. Увидимся в новых роликах. Всем спасибо. Пока.